Вечером 20 февраля 1437 года вооруженные до зубов заговорщики ворвались в спальню шотландского короля Якова I. Придворная дама Екатерина Дуглас пыталась задержать убийц, просунув руку в скобы дверного засова, но дверь вынесли и руку ей сломали. Король попытался сбежать, забравшись под пол в канализационный туннель. К его величайшему сюрпризу оказалось, что туннель недавно заложили, потому что туда проваливались теннисные мячи, и никто не хотел терять мячи. Злосчастный король Яков оказался в ловушке и погиб из-за дурацкого тенниса, который сам очень любил. Какова ирония судьбы? Впоследствии еще два короля расстались с жизнью из-за тенниса. Людовик X французский умер, простудившись после матча, а Карл VIII скончался, то ли ударившись головой о дверной косяк по пути на корт, то ли, согласно другому источнику, получив мечом по голове. С тех пор эта королевская игра, до сих пор ассоциирующаяся с верхушкой общества, успела стать одним из самых популярных видов спорта в мире. Вы как, смотрите Уимблдон? В момент, когда я записываю это видео, десятки миллионов человек по всему миру смотрят чемпионат Уимблдона на экранах своих телевизоров, телефонов и компьютеров. Около полумиллиона лично приехали в Уимблдон, чтобы пожариться на его открытых трибунах. В следующем году чемпионату стукнет 150 лет. Но для тенниса это не возраст. Со средних веков теннис не устает вносить в нашу жизнь драму и щекотать эмоции. Это, на удивление, старая игра. Современный консенсус состоит в том, что теннис зародился на севере Франции в XII веке. Причем поначалу никаких ракеток не было, и мяч отбивали просто рукой. Игру так и называли «jeu de paume» – игра ладонью. Людовик X французский был заядлым игроком в эту «жо», и он первым построил крытые теннисные корты, поскольку играть на улице ему не нравилось. И что, и ничего. В июне 1316 года в ходе особенно изнурительной игры Людовик сильно вспотел, выпил большое количество охлажденного вина, простудился и умер. Было, разумеется, подозрение на отравление, но большинство винят любимую игру короля. Сейчас эта игра в помещении называется настоящим или королевским теннисом, и она значительно отличается от более популярного и более нового, большого, он же лаун, лужаечного тенниса. Теннису понадобилось несколько столетий, чтобы снова вырваться на свежий воздух. Само слово «теннис», кстати, возникло уже в Англии, и оно, вероятно, происходит от французского глагола «тене» – «держать» или «хватать», или в узком смысле «принимать подачу» в повелительном наклонении «держи, лови». Англичане слышали эти крики, наблюдая за игрой французов, и превратили их в название всего спорта. В Англии самым заядлым теннисистом Ренессанса был Генрих VIII, и он приучил к теннису весь свой двор. Поговаривают, что Анна Болейн наблюдала за игрой, когда ее пришли арестовывать, и что Генрих резался в теннис, когда ему сообщили о ее казни. Первая известная нам книга о теннисе, трактат о теннисе, была написана еще в 1555 году итальянским священником Антонио Скаино де Салотте. Теннис упоминается в нескольких литературных произведениях XVI века. Во второй пастушьей пьесе теннисный мяч перечислен среди даров, которые пастухи преподносят новорожденному Христу. А в одном из рассказов о рыцарях круглого стола сэр Гавейн играет в теннис против группы из 17 великанов. Но наиболее известным примером упоминания тенниса в литературе является корзина с теннисными мячами, подаренная молодому королю Генриху в пьесе Уильяма Шекспира «Генрих V». Теннисную ракетку изобрели примерно тогда же, в XVI веке. На картине «Смерть Гиацинта» Джамбаттисты Теппола в углу изображены вполне по-современному выглядящая ракетка и 3 теннисных мяча. Если бы я не знала, я бы подумала, что это современная подделка.
Но нет, картина изображает эпизод из «Метаморфоз Овидия». В тогдашнем переводе «Метаморфоз» на итальянский язык. Рассказ о несчастном случае во время метания диска в оригинальном тексте был заменен на более современную игру в теннис. Аполлон, согласно этому переводу, нечаянно прибил своего любимчика Гиацинта, играя с ним в теннис. Спасибо, что хоть не в бильярд. Теннис нечаянно стал частью истории Великой Французской революции, когда 20 июня 1789 года членов третьего сословия не пустили на собрание Генеральных Штатов, и они собрались на корте для настоящего тенниса недалеко от Версаля, чтобы подписать клятву, которая стала решающим шагом в начале революции. Это мероприятие обычно по-русски называют клятвой в зале для игры в мяч. Но имеется в виду именно что «serment de jeu de paume» – клятва в зале для игры в теннис. Очередная ирония судьбы состоит в том, что в конце концов французская революция привела к общему упадку тенниса во Франции, поскольку эта игра аристократов не просто вышла из моды, но и получила опасный политический подтекст. За теннис можно было сесть. Ракетку подхватывают англичане. Изобретение первой газонокосилки в Великобритании в 1830 году стало катализатором создания современных травяных кортов и вообще травяных спортивных полей. Многие виды спорта, от футбола до крикета и тенниса, получили свой современный вид благодаря ровным английским газонам. К тому времени там уже была очень популярная игра вроде современного сквоша. Она называлась просто ракетки, где мячик лупили о стену. И скрестив эти ракетки с баскской игрой в пилоту, английский адвокат Гарри Джем и его друг-испанец Аугурио Перейра разработали игру, которую назвали лаун-теннис – теннис на лужайке, то есть современный большой теннис. Однако не они, а британский офицер Уолтер Клоптон Уингфилд считается сейчас настоящим изобретателем большого тенниса. В те годы многие экспериментировали с подобными играми, но именно Уингфилд поставил дело на коммерческую основу и выпустил свод правил. Он назвал свою игру «сферистики», что на приблизительном греческом означало «относящийся к игре с мячом». Он начал продавать наборы для игры весной 1874 года. Такие коробки, которые включали резиновые мячи, сетку, стойки, ракетки и инструкцию. Все это стоило от 5 до 10 гиней. Уинфилд предложил адаптировать под теннис площадки для крокета, которые уже были у многих потенциальных потребителей его игры. Нужно было только разметить корт в форме песочных часов с самым узким местом, там, где сетка. И его игра стала пользоваться большим успехом, преимущественно у аристократии. Старейший в мире ежегодный теннисный турнир стартовал в 1874 году в теннисном клубе «Ливингтон» в Бирмингеме. Это было за 3 года до того, как всеанглийский клуб лаун-тенниса проведет свой первый чемпионат в Уимблдоне. Все эти первые чемпионаты заканчивались бурными спорами о том, как стандартизовать правила игры. В те годы в каждом клубе действовали разные правила. К примеру, известно, что теннисный мяч в Бостоне был больше, чем тот, которым играли в Нью-Йорке. До Америки теннис тоже успел добраться, благодаря светской львице Мэри Юинг Аутербридж, которая вернулась в 1874 году с Бермудских островов с набором для игры в теннис. На Бермудах она с увлечением наблюдала, как играют британские офицеры, выучилась сама и научила потом всю свою страну. Первый американский национальный чемпионат состоялся в сентябре 1880 года. Его выиграл англичанин по имени О.Э. Вудхаус. Ему вручили серебряный кубок стоимостью $100. Чемпионат США по теннису среди мужчин, ставший современным открытым чемпионатом США, US Open, впервые прошел в следующем году в казино города Ньюпорта.
Теннис постепенно снова стал популярен во Франции, где с 1891 года начали проводить чемпионаты Франции, или иначе Ролан-Гаррос по названию стадиона. В конце концов, Уимблдон, открытый чемпионат США, Ролан-Гаррос и открытый чемпионат Австралии, этот стартовал в 1905 году, стали самыми престижными событиями в теннисе. Вместе эти 4 мероприятия, их также называют мейджорами, сейчас называются турнирами большого шлема. К шлему на голове они вообще никак не относятся. Большой шлем – это перевод английского Grand Slam – большой удар, большая победа. Выражение пришло из карточных игр, прежде всего из бриджа. Grand Slam – это когда игрок берет все возможные взятки, полный максимум. В теннис это выражение перешло в 1930-е годы. Смысл был такой, что если теннисист за один сезон выиграет все 4 главные турнира – Australian Open, Ролан-Гаррос, Уимблдон и US Open – он как бы взял все взятки, Grand Slam. К тому времени в России уже давно употребляли французское карточное выражение Grand Chelem, кальку с английского Grand Slam. И так мы обзавелись большим шлемом в качестве названия комплекта важнейших теннисных турниров. Хотя на самом деле это не большой шлем, а большой куш. Интересной особенностью современного тенниса является то, что в него играют на разных типах площадок. На траве, на щебенке, на асфальте или на ковре. И все это по правилам. В Австралии играют на кортах, сделанных из раскатанных термитников, в Индии на укатанном сухом навозе, а на Филиппинах на измельченных морских раковинах. Ролан-Гаррос – единственный турнир большого шлема, который проводится на грунте. Корты там строятся из дробленого красного кирпича. Грунтовые корты дешевле построить, но зато их содержание обходится дороже. Грунтовое покрытие необходимо тщательно укатывать и следить за содержанием воды в глине, чтобы теннис не превратился в борьбу в грязи. Уимблдон с самого своего зарождения и по сей день проводится на траве. Травяные корты когда-то были одними из самых распространенных теннисных покрытий, но сейчас встречаются редко, поскольку их тяжело сделать и очень дорого содержать. Травяные корты Уимблдона готовятся практически круглый год, чтобы работать 2 недели чемпионата. 37 специалистов создают эту идеальную травку с правильным отскоком мяча. В первый день корты выглядят как ровный английский газон. Ко второй неделе на них уже сильно заметны вытоптанные места. Как только чемпионат закончится, уимблдонские корты начнут готовить к следующему году. До середины 1970-х годов 3 из 4 турниров большого шлема все еще проводились на траве. В 1975-м открытый чемпионат США сначала перешел на грунт, а в 1978 году перешел на твердое покрытие. Открытый чемпионат Австралии оставался на траве до 1987 и сразу перешел на твердые корты в 1988. Хард является самым распространенным видом покрытия. Его делают на бетонном основании, покрытом несколькими слоями полимерного состава. Получается дешево, крепко и просто в уходе. И комфортнее с точки зрения многих теннисистов. Разные поверхности имеют разные физические свойства, поэтому мячик от разных кортов отскакивает по-разному. И игроки часто предпочитают один вид кортов другому. А фаны постоянно говорят, что их любимец, к примеру, имеет преимущество на траве или хуже играет на грунте. Но тем не менее теннис до сих пор не унифицировал корты, как он унифицировал ракетки и мячи. Как я уже упоминала, поначалу в теннис играли просто ладонью. И слово «ракетка», вероятно, происходит от арабского «рахат», означающего буквально «ладонь руки». К XVI веку игроки уже использовали деревянные ракетки. Эти ранние ракетки были маленькими, тяжелыми и кривыми, поскольку вырезались вручную из одного куска дерева.
Постепенно каркас начали склеивать из тонких гибких полос фанеры, ясеня, бука или клена, изогнутых по форме. Это сделало структуру одновременно упругой и очень крепкой. Струны же по-прежнему долго изготавливались из натуральных овечьих или коровьих кишок. До самых 1960-х годов даже мировые чемпионы использовали ракетки, сплошь состоявшие из натурального сырья, пока не вошли в употребление синтетические лески. Они гораздо прочнее натуральных, но некоторые игроки считают их слишком грубыми, недостаточно эластичными, что, во-первых, мешает контролировать полет мяча, а во-вторых, дает травматичный удар на руку играющего. Никто уже не играет чистыми коровьими кишками, но некоторые элитные теннисисты используют гибридную натяжку сетки. К примеру, натуральная струна повдоль и полиэстер поперек. Каркас же ракеток изменился полностью. В 1960-х годах появились первые стальные и алюминиевые ракетки, за которыми последовали стекловолокно, кевлар и углепластиковые композиты. Эти материалы сделали ракетки гораздо легче и долговечнее. Масса ракетки упала с примерно 400 грамм в деревянную эпоху до примерно 250 грамм в современных композитных материалах, в то время как ее ударная поверхность стала больше. Есть масса желающих превратить ракетку в высокотехнологичное устройство, но это строго запрещается правилами Международной теннисной ассоциации. Вы можете играть с материалами, но не можете встроить в ракетку микрофоны и моторчик. Вы также не можете встроить маленький реактивный двигатель в мяч. Теннисные мячи тоже прошли длинную технологическую эволюцию и эволюцию нормативов. Уже в 1480 году король Франции Людовик XI запретил наполнять теннисные мячи песком, опилками или землей и предписал, что они должны быть изготовлены из хорошей кожи, плотно набитой шерстью. Другие ранние теннисные мячи изготавливались из желудка овцы или козы, аккуратно перемотанного веревкой. Генрих VIII играл по большей части мячами, изготовленными из смеси замазки и человеческих волос. Мы это знаем, потому что такие мячики были найдены на крыше Вестминстерского зала во время реставрации в 1920-х годах. После изобретения вулканизированной резины в 1839 немцы быстро добились наибольшего успеха в изготовлении пустотелых резиновых мячей. Именно такие импортные мячи входили в первые теннисные наборы Уолтера Клоптона Уинфилда. Вскоре мячи начали надувать с повышением давления внутри. Это делало его более прыгучим. Это можно сделать двумя способами. К примеру, добавить внутрь химические вещества, которые реагируют с образованием газа, затем половинки мяча быстро склеить. Другой способ – склеить мяч внутри барокамеры, где давление повышено. Если его вынуть оттуда, мячик начинает распирать изнутри. Современные стандартные профессиональные теннисные мячи хранятся и продаются в специальных банках под давлением, приблизительно в 2 атмосферы до первого использования. Как только открывается банка, мячи начинают терять свою упругость, потому что сжатый воздух начинает утекать из них прямо сквозь резину. На мяче также установлены строгие правила. Мяч должен соответствовать тестам на массу, размер, отскок, деформацию и долговечность. Упругость мяча проверяют, сбрасывая его с высоты 254 см на бетон. Приемлемым считается отскок на высоту от 135 до 147 см при испытаниях на уровне моря при температуре 20 градусов Цельсия и относительной влажности 60%. Большинство современных мячей покрыты сверху синтетическим войлоком ярко-желтого флуоресцентного цвета. Оптический желтый в стандартной терминологии. Мячики стали ядовито-желтыми в 1972 году, после исследований, показавших, что они лучше видны на экранах телевизоров. Забавно, но один опрос показал, что чуть больше половины людей называют этот цвет желтым, в то время как меньшинство считает его зеленым. Какого цвета теннисные мячи, по-вашему?
Ежегодно производится около 325 миллионов теннисных мячей, которые превращаются в примерно 20 тысяч тонн резиновых отходов, практически не поддающихся биологическому разложению. Мячи с Уимблдонского чемпионата теперь используют для создания домиков для находящейся под угрозой исчезновения евразийской мыши-полевки. Когда в 1926 году промоутер Сиси Пайл организовал первый коммерческий теннисный матч перед публикой, заплатившей за билеты, и с денежными призами игрокам, он невольно начал целую эпоху скандалов, поскольку игрокам, ставшим оплачиваемыми профессионалами, немедленно запретили играть в крупных и престижных теннисных турнирах. На протяжении большей части своей истории теннис предпочитал называться любительским видом спорта. Это по факту означало, что только люди с деньгами могли серьезно заниматься теннисом, не получая за это гонорара или призовых. Джентльмен мог себе позволить быть любителем, потому что ему не нужна была зарплата. При этом на профессионального спортсмена, который зарабатывал себе теннисом на жизнь, тренера, к примеру, смотрели сверху вниз, как бы хорошо он ни играл. Как это вульгарно получать деньги за высокое искусство спорта. С самого своего рождения теннис, игра королей, был не только про спорт, но и про ваше место в обществе. В отличие от многих популярных игр, которые развивались на улицах, в парках и на пустырях, большой теннис появился как занятие людей, у которых было не только свободное время, но и собственная земля, и возможность использовать эту землю для развлечения, а не для работы. Играть в теннис означало войти в определенный социальный круг с его элитными маркерами. Эти маркеры остались до сих пор. Снежно-белая форма, сдержанное поведение публики и штрафы игрокам за бурное выражение эмоций. Вы когда-нибудь слышали о хулиганствах теннисных болельщиков, которые разносят пабы Уимблдона и дерутся с болельщиками из других стран? Вот именно. Теннис долгое время строился вокруг идеала джентльменского поведения. Британская империя импортировала эту модель по всему миру. В заокеанских отелях и колониальных клубах теннис стал частью более широкой британской идеи цивилизованного досуга. Теннисный корт был маленьким островком имперского порядка в диком опасном мире. Это был спорт высшего общества, и это сказалось на его дресс-коде. В 1890 году Уимблдон закрепил правило, по которому теннисисты должны были носить белое с головы до ног. Игрок должен выглядеть собранно, свежо и элегантно, как бы он ни парился. Потеть было совершенно не камильфо, и белая одежда лучше другой скрывала неприличные пятна пота. После чего весь 20 век спортсмены будут с боем выбивать себе возможность играть в удобной и гигиеничной форме, не сковывающей движений и не приводящей к тепловому удару. Вы понимаете, что до начала 20 века теннисисты бегали по корту в обычной летней одежде высшего класса. Дамы в платьях до полу, с длинными рукавами, в модных шляпах и ботинках на каблуках. И в корсете. Джентльмены в тонких шерстяных костюмах, тройках, да, с жилетами под пиджаком и в шляпах, конечно. Вы же не думаете, что уважающий себя человек мог выйти из дома с непокрытой головой? А канатье ему на что? В 1905 году американка Мэй Саттон Банди стала первой иностранкой, выигравшей Уимблдон. Ее внешний вид чуть не довел англичан до инфаркта, поскольку мисс Банди играла, закатав рукава рубашки, как портовый грузчик какой-то, как мужчина. Мужчины тогда играли в длинных элегантных брюках и рубашках с засученными рукавами, пока крокодил Рене Лакост не разработал рубашку-тенниску, которую мы теперь называем поло. Трикотаж-пике, короткий рукав и застежка на планку. С 30-х годов 20 века самые смелые спортсмены обоего пола начинают экспериментировать с шортами, но пока только на частных кортах и на малых соревнованиях. В
В 1949 году Гертруда Гасси Моран произвела сенсацию, появившись в короткой теннисной юбке с кружевными шортами, подшитыми под низ. Уимблдон еле пережил такую порнографию. Великий Андре Агаси вообще несколько лет бойкотировал Уимблдон из-за дресс-кода, требовавшего носить только белое. И угадайте, кто победил. Уимблдон до сих пор требует от игроков почти полностью белую форму. Ни кремовую, ни молочную, снежно-белую. Допускаются только небольшие цветные декоративные элементы. В 1985 году американка Энн Уайт появилась на Уимблдоне в безукоризненно белом обтягивающем комбинезоне. Уайт попросили больше в таком виде не появляться, и неважно, насколько это аэродинамично. Вопли зрителей отвлекают соперниц. Серена Уильямс повторит ее попытку, но в черном, на открытом чемпионате Франции в 2018 году, аргументируя свой выбор тем, что костюм был компрессионный и помогал избежать тромбов после недавних родов. Ей позволили закончить чемпионат, но французская ассоциация тенниса предупредила ее и всех остальных, что больше такого не допустит. В целом сейчас теннисная одежда больше прогрессирует не в направлении изменения формы, а материалов. Спонсоры используют спортсменов как модели и рекламные площадки для своей продукции. И это огромный бизнес. Теннис – это вообще огромный бизнес. Теннис оставался любительским до тех пор, пока в 1968 году слухи о том, что некоторые так называемые любители берут деньги под столом и получают огромные неформальные вознаграждения за игру, положили начало открытой эре. Организаторы турниров «Большого шлема» решили прекратить лицемерие и открыли свои турниры профессионалам. Но профессионализация не сделала теннис демократичным в прямом смысле этого слова. Современных теннисных звезд начинают формировать задолго до того, как вы увидите их по телевизору. Ребенок становится предпринимательским проектом, семья управленческой командой. Специализированные частные теннисные школы предоставляют возможность многообещающим детям тренироваться как будущим профессионалам. Они также продают их родителям мечту о прекрасном будущем. Деньги на самом верху могут быть впечатляющими. Чемпионы турниров «Большого шлема» зарабатывают миллионы призовых. Победители открытого чемпионата Австралии 2026 года получили 4,15 миллионов австралийских долларов. Ролан Гаррос выплатил 2,8 миллионов евро. На открытом чемпионате США выплаты в одиночном разряде еще больше. Причем платят не одному чемпиону. Даже игроки, проигравшие в первом раунде основного розыгрыша, получают неплохие деньги. Например, на Уимблдоне 2025 в одиночном разряде чемпион получил 3 миллиона фунтов стерлингов, занявший второе место 1 миллион 520 тысяч фунтов стерлингов, полуфиналист 775 тысяч, четвертьфиналист 400 тысяч, четвертый раунд 240, третий раунд 152, второй раунд 99 и первый раунд 66 тысяч фунтов стерлингов. То есть, если вас вообще допустили играть в Уимблдоне, то даже проиграв самый первый матч, вы все равно получите 66 тысяч фунтов стерлингов. Неплохо. Ясно, что не все эти деньги оседают в кармане самого игрока. После солидных налоговых вычет он еще будет расплачиваться с тренерами, с персоналом и оплачивать текущие расходы. Это не зарплата, это доход вашего бизнеса. И еще больше денег теннисистам приходит за счет спонсорства, контрактов на рекламу спортивной одежды, ракеток, часов, автомобилей и прочего. Но профессиональная пирамида очень высока. Многие бывшие талантливые юниоры, так и не ставшие звездами,
Работают как малые предприятия с нестабильным доходом и высокими затратами. Они должны оплачивать поездки, тренировки, медицинское обслуживание, экипировку, гоняясь за очками на турнирах по всему миру. И они никогда не станут миллионерами. В этом парадокс современного тенниса. Он начинался как развлечение для тех, кто не нуждался в деньгах, чтобы превратиться в профессию, в которой серьезные деньги зарабатывает, опять же, крошечная элита. Но если вы играете не ради денег, если вы играете ради игры, как настоящий джентльмен, вас не беспокоит, окупятся ли ваши инвестиции, потому что они уже окупаются. На сегодня все. Берегите голову от солнца. До новых встреч!